Взлет и падение Энакина Скайуокера – это суть саги о Звездных войнах, но кто виноват в его падении на темную сторону? Джордж Лукас назвал первые 6 фильмов Звездных войн трагедией Дарта Вейдера, и жизненный путь Энакина Скайуокера очень точно отражает смысл этого названия. Герой-джедай, ставший лордом ситхов, и его финальная искупительная жертва, которая объединяет сюжетные линии оригинальных фильмов с трилогией приквелов. Путешествие Энакина является ключевым в Звездных войнах, и для того, чтобы ответить на вопрос, кто виноват в его падении на темную сторону, нам стоит изучить второстепенных персонажей, которые подтолкнули его к такому решению. Когда мы впервые знакомимся с Энакином в «Призрачной угрозе», он представляет собой 9-летнего мальчика, живущего как раб на Татуине. Он и его мать принадлежали тайдарианскому старьевщику Уота, владельцу магазина в Мос-Эспа. С детства, ощущая себя чьим-то имуществом, Энакин испытывал величайший гнев, вызывавший у него одновременно злость к властям и тоталитарное убеждение о том, как следует управлять беззаконными мирами, такими как Татуин. Эти убеждения вызывали у Энакина недовольство Советом джедаев, а позже и манипуляциями Палпатина. Он сам хотел править галактикой. Квай-Гон Джинн был мастером-джедаем, который впервые встретил Энакина и обнаружил его потенциал в силе, а затем забрал его с Татуина, чтобы тот мог получить образование джедая. Если бы он дожил до того, чтобы самому обучать Энакина, вполне вероятно, что это бы оказало более положительное влияние на жизнь мальчика, поскольку его независимые взгляды, возможно, помогли бы ему лучше справиться с тревогой Энакина, чем догмы джедаев. Тем не менее, Квай-Гон не побеспокоился о том, чтобы освободить его мать, и в итоге тот остался один в незнакомом ему мире. Первый ученик Дарта Сидиуса оказал косвенное, но катастрофическое влияние на дальнейшее направление жизни Энакина. Именно Мол убил Квай-Гона на Набу, до того, как мастер-джедай смог начать обучение Энакина, вынудив Оби-Вана занять место своего учителя. Чувствительная к силе женщина-мириаланка, подаван мастера-джедая Луминары Ундули во время войн клонов. В конце концов, Барри Софи разочаровалась в джедаях, устав от нескончаемой войны. Решив действовать кардинально, она организовала взрыв в храме джедаев, а затем воспользовалась своей дружбой с Асокой и обвинила ее в преступлении. Когда Асока была изгнана из джедаев, Энакин попытался доказать невиновность своего подавана и обнаружил причастность Баррис. Однако ущерб, нанесенный доверию Асоки к джедаям, был настолько велик, что она отказалась от восстановления в Ордене, лишив Энакина, близкого друга, незадолго до того, как он будет нуждаться в ней больше всего. Отношения Энакина и Падме в конечном итоге привели только к разрушению друг друга и мира вокруг них. Поскольку джедаям было запрещено вступать в брак, они были вынуждены пожениться и встречаться тайно. Этот секрет еще больше отдалял Скайуокера от остальных джедаев. Поэтому Энакин даже не хотел обращаться к ним, когда у него появились предчувствия смерти Падме. Именно нарастающее чувство отчаяния, больше всего остального, заставило его сделать шаг в пропасть навстречу тьме. Вынужденный обучать Энакина из-за данного обещания своему учителю, Оби-Ван был сам довольно зеленым джедаем. Эта неопытность и неготовность быть наставником приводит к бурным отношениям между ним и молодым Скайуокером. Оби-Ван любил Энакина как брата, но его собственные неудачи в качестве учителя послужили одним из решающих факторов того, что его подаван стал Дартом Вейдером. Трение Энакина с Советом джедаев олицетворяет Мейс Винду, которая одновременно является воплощением всего того, чем Энакин недоволен в Ордене. Мейс именно тот джедай, который наиболее последовательно демонстрировал свое недоверие к Скайуокеру. Высокомерный, самоуверенный и эмоционально отстраненный, Мейс освещает недостатки доктрины джедаев, что также подтолкнуло Энакина на путь тьмы. Граф Дуку, он же Дарт Тиранус, непосредственный предшественник Энакина, как ученика Дарта Сидиуса, никогда не имел хороших отношений со Скайуокером. В их первом поединке на Джеонозисе, в начале войн клонов, Дуку буквально обезоружил Энакина и унизил его дуэльные способности, при этом отрубив ему правую руку. Их соперничество достигло кульминации в последние дни войны, когда Дуку насмехался над Скайуокером, чтобы вызвать его гнев.
Граф добился своего, и в финале их поединка Энакин выпустил всю накопившуюся в нем злость и хладнокровно отрубил ему голову, чем снова приблизил себя к падению на темную сторону. Присутствие Палпатина здесь само собой разумеется, поскольку он сыграл самую активную роль в падении Энакина Скайуокера. Новоизбранный канцлер с большим интересом наблюдал за ростом молодого джедая, желая сделать его своим учеником почти так же, как он жаждал абсолютной власти над галактикой. Он видел его невероятную силу и в то же время эмоциональную уязвимость. Наладив с Энакином близкие отношения, Палпатин говорил ему то, что тот хотел услышать. Проявляя сочувствие и понимание его проблем, канцлер не уставал повторять, что Энакин заслуживает большего, чем ему позволяет Орден, и что его проблемы – это вина джедаев. Для Палпатина молодой Скайуокер был идеальным. Самый могущественный джедай по чистому потенциалу, но одновременно с этим очень эмоциональный, неуверенный и недостаточно зрелый, чтобы понимать, когда им манипулируют. Успех Палпатина был предрешен. Хотя окружающие не помогли ему в той степени, в которой он нуждался, а в некоторых случаях сделали только хуже, было бы ошибкой отрицать свободу выбора для самого Энакина. Он решил стать Дартом Вейдером по собственному желанию, поскольку позволил страстям затуманить его разум до такой степени, что, учитывая обстоятельства, другой исход был невозможен. Ему потребовалось более 20 лет, чтобы найти возможность прийти к искуплению. И в тот момент, когда его сын оказался в смертельной опасности, в нем снова проснулось добро, позволившее темному лорду вернуться к свету. Друзья, а на этом сегодня все. Если видео вам понравилось и вы хотите в дальнейшем смотреть больше подобных роликов, то, пожалуйста, поддержите канал лайком и подпиской. Этими простыми действиями вы очень сильно поможете его развитию. И до новых встреч!